Всем привет, это Дмитрий Пименов. Добро пожаловать на мой канал о путешествиях. Охайо годзаймас, йоросику онегайшимасу. Как вы, наверное, догадались, мы находимся в Японии и в самом центре Японии, в городе Токио. Хотя, на самом деле, говорить город Токио неправильно, потому что город Токио был расформирован в 40-х годах прошлого века, и сейчас это агломерация Токио, Токийский центральный округ, который состоит более чем из 62 населенных пунктов, многие из которых имеют своих мэров, свое правление, свои атрибуты власти. На самом деле агломерация токийская, она просто огромная. В ней проживает порядка 37 миллионов человек. И для сравнения, вот только вдумайтесь, примерно такое же количество людей живет на всей азиатской части России, то есть от Уральских гор и до Чукотки. Тоже примерно 37 миллионов человек. То есть там огромнейшая территория, большая часть самой большой страны в мире. Примерно, наверное, не знаю, 3/4, но уж точно больше, чем 2/3 территории России. А здесь всего лишь вот такой малюсенький участочек земли, и здесь проживает такое же количество людей. Вот за моей спиной находится Tokyo Central Station, токийский центральный вокзал. Кстати, если бы он был покрашен в другой цвет, и вокруг него не находились небоскребы, да, то, мне кажется, он очень сильно, по крайней мере для меня, напоминает Павелецкий вокзал в Москве. Как будто бы никуда и не выезжал. Но, ребята, что меня бесит больше всего, это вот эта стройка, которая здесь не прекращается. Вот я езжу в Японию с 2012 года, но сколько помню себя, эта стройка здесь идет постоянно. У меня такое ощущение, что японцы завидуют тому, что у нас есть Зенит-арена, долгострой, который вы все знаете. И они просто подумали, чем мы хуже, и решили сделать свой долгострой. Конечно, по масштабам он не сопоставим, но тем не менее, Япония тоже меньше, чем Россия. И вы видите, вот у них идет какая-то постоянная стройка, и я даже не знаю, что там внутри можно посмотреть. Там какие-то газоны тоже выкладывают чисто в английском стиле, какие-то стоят будки. Поэтому я думаю, что Зенит-арена не дает им спать спокойно. Ну, это, конечно, шутка. Кстати, в этой поездке меня сопровождает мой сын Александр, но мы его зовем здесь Алекс Чан на японский манер. Вот. Он здесь первый раз, как я сказал, и потом в конце поездки поделится впечатлениями с нами о том, оправдала ли ожидания его Япония. Ну, а пока вообще что скажете? Нравится вот за это первое время, какие впечатления? Пока все круто. Ну вот, да, Япония крутая страна, ребята. Кстати, если вам понравится наше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь. Ну все, хорошо. Теперь я предлагаю прогуляться по Токио. Посмотрим места. Конечно, за один день у нас не получится, но мы и не один день здесь. Вперед! Император Японии Акихито является прямым потомком императора Дзиму, который правил ориентировочно в 7 веке до нашей эры. Ребята, вы только вдумайтесь, в те времена еще не было Александра Македонского. Римская империя еще нервно курила в сторонке. То есть это было давным-давно, а уже какой-то там дед императора Акихито правил в Японии. Конечно, информация о тех временах сохранилась лишь в виде легенд, но тем не менее, ни в одной стране мира нет столь долго действующей императорской династии, которая бы не пресекалась за все это время. И вот сейчас за моей спиной находится императорский дворец в Токио. В принципе, это одно из мест достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить, если вы сюда приехали. Ну, пожалуй, если у вас есть время всего на несколько часов, нужно, наверное, прийти в первую очередь сюда, потому что тем более, что дворец находится всего в 2 минутах ходьбы от Tokyo Central Station. Место красивое. На самом деле, один раз в году дворец открывается для посетителей. Я не уверен, что сегодня он открыт, тем более у меня нет особо времени, чтобы туда ходить, но можно, по крайней мере, со стороны полюбоваться этим местом.
Мы с сыном зашли сегодня в обычную забегаловку. И вопреки расхожему мнению, кстати, японцы едят не только суши и что там еще обычно в Москве, якитори, суши, сашими, да, какие-то роллы. Роллы — это вообще американская еда. Вот очень распространен рамен. Рамен — это лапша, которая с различными ингредиентами. Очень часто в обычных забегаловках типа этой. Причем сейчас людей мало, потому что еще рано, буквально 4 часа. Вот, здесь видите такое блюдо, да, там лапша, свинина, ну, тут разные добавки. Ну, вот этот вот дружище, как видите, он палочками пользоваться пока не умеет, да. Но вот у меня более-менее получается нормально. Он просто склеил, поэтому... Вкусно. Ну, когда японцы едят, они очень много чавкают, но и причем делают они это для того, чтобы пища охлаждалась. Но нам как-то это делать непривычно, поэтому я ем не чавкая. А ты как, ощущаешь себя японцем уже или нет еще? Ну, в том плане, чавкаешь ты или нет? Нет. Ну, это не японец. Сейчас мы находимся в районе Гинза. Гинза — это один из самых фешенебельных районов в Токио, который представлен самыми роскошными бутиками, самыми дорогими отелями, самыми дорогими ресторанами, опять же. Ночью он постоянно светится. В выходные дни здесь, кстати, перекрывают движение, он превращается в пешеходную зону. Гинза — это район, который олицетворяет Токио. Как раз, наверное, когда люди представляют себе Токио, они в первую очередь думают вот об этом, да, об этой иллюминации, о ночном освещении, о разноцветных вывесках. Давайте-ка прогуляемся. Ребята какая-то на улице встретили какую-то рекламу или не знают, что это. Кстати, довольно часто в Японии ездят машины с микрофонами и что-то, ну, в рекламных целях, там очевидно. А вот эта машина вообще непонятная. Я что-то не знаю, что это такое даже. Мне кажется, это какой-то сумасшедший. Так вот, мы зашли в супермаркет. Это скорее даже не супермаркет, а что-то среднее между супермаркетом и рынком. Тут продаются и вполне нормальные продукты, там овощи, там фрукты, рыба вот какая-то, хотя все равно есть своя специфика. Вот. Но выбор просто огромный, просто огромный. Но при этом есть продукты, которые, в общем-то, сложно понять, что это, да, ну, предположим, вот это. Вот это у нас, по всему, судя по всему, это чай. Какой-то сухой чай.
Может даже не сухой, может конфеты со вкусом чая. Но нужно будет сейчас накупить разных вещей, чтобы продегустировать их и понять вообще. Японцы любители вообще упаковки. У них упаковка возведена в культ. То есть вот все так красочно оформлено, да, там разные, ну, мало того, что сами по себе вещи вкусные, вот там из сои, да, вот я знаю, вот это вот вкусная штука, вот, разные там тортики, да, ну вы посмотрите, какая упаковка. Вообще просто из-за одной упаковки можно покупать печенье там разные, конфетки. Спасибо. Аригато. Аригато. Вот мне что-то дали попробовать. Да, вкусно. Так. Теперь надо купить обязательно. Иначе у меня возникнет чувство долга. По-японски это гири. Буду должен. Вот, а какой выбор шашлычков? Якитори, да, или тут разные есть. Сейчас мы что-нибудь возьмем тоже поесть. Какие-нибудь. А вот, кстати, странно, в этот раз я даже и не видел нигде на улице. Обычно очень много жарят там в открытом доступе всякие шашлыки, а в этот раз не было. Так, а это что такое? Какая-то морская тематика. А, смотрите, продают кости от рыбы. Я так понимаю, что это... Ну, хотя даже, честно говоря, не понимаю. Наверное, под пиво. А может, кошкам. Мы сейчас спросим. Please, two. Ты 3 одинаковых будешь? Ну да, я 3 раза. Two. И вот этих. Вот этих? Да. And two. Все? Да. Sorry, and what's this? No, what is this? Chicken, unagi. Fish? Fish. Just bones, yeah? No? Не, ну я реально я говорю, это эти кости, да, рыбы? Да. Не, это кости рыбы. Нет, это нам не надо. Thank you. Okay. Так, итак, взяли шашлычков, якитори немножко поесть. Вообще японцы вызывают уважение. Ничего, кроме уважения, нация не может вызвать. Нация, которая, не обладая практически никакими ресурсами, производит такие шикарные продукты, оборудование, станки, машины. Да, фактически все, что можно найти в мире, все это производят японцы. Ну, не только японцы, естественно, но я имею в виду, что если мы говорим о любой, практически любой отрасли, за некоторыми исключениями, то они все это могут делать. Хотя, по большому счету, получается, у них ничего нет. Они морепродукты, уголь, газ, нефть, все покупают за границей. У них своего, в общем-то, нет ничего. И производят такое благосостояние. Не, ребята, просто, японцы просто молодцы. Итак, мы вернулись из прогулки по городу, сходили в магазин и вот купили много разных продуктов. На самом деле тут непонятно, что они из себя представляют, некоторые из них. Некоторые я догадываюсь. Но и сейчас мы их будем дегустировать. Но самая фишка, ребята, это вот это пиво. Премиальное японское пиво под названием Уибисю. Вот вы можете даже посмотреть. Я не выдумываю, реально пиво называется Уибисю. Ну, может быть, Уибису. Значит, я надеюсь, что после того, как я продегустирую это пиво, я реально дойду до такой кондиции, как здесь указано. Потому что в противном случае японцы будут обманщиками, а вряд ли они на такое способны. Кстати, если уж речь зашла о странностях японского языка, то японский во многом для
нас неблагозвучен, потому что, ну вот, допустим, вы видели пример с пивом. Также, например, у них смешные названия дней недели. Ну, вообще, день недели у них будет йоби. Так, например, понедельник – гицуйоби, вторник – кайоби, а теперь мой самый любимый день недели – суббота. Дойоби, ребята, дойоби. Это реально суббота. И, кстати, если кто-то из вас хочет поехать в Японию, на самом деле это не так уж и сложно. Сейчас в интернете очень много информации о том, что сделают визу за $100, а то и больше. Не ведитесь на эту разводку. Поехать в Японию очень-очень легко, ребята. Можно просто прийти в посольство, там нужно заполнить предварительно анкету. Она очень простая, намного легче, чем в страны Шенгена или в ту же Великобританию. Забронировать места в гостинице и билеты на самолет. Вот и все, собственно. Ну, там единственное, еще нужна справка с работы. Не надо платить никаких $100 или даже больше. Не надо вестись на разводку туристических агентств. Если кому-то интересно, пишите мне. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Съездить в Японию очень легко. Очень-очень легко.